Приветствую вас, мои дорогие зрители. А ведь давненько мы не посещали заброшки. И вот один из таких многочисленных объектов находится у самой черты города Рига, в поселке Улбрака, Стопинской волости. Начнем с прогулки и немного поговорим об этих местах. Современная Улбрака расположена на территории обширного имения, которое некогда принадлежало роду Уленброков. Вот отсюда и произошло нынешнее название поселка. Уже давно прошла чья-то земная слава, но названия в этих местах хранят в себе именно тех, кто некогда был здесь вершителем судеб. Наиболее ранние сведения об имении Улбрака относятся к 1562 году, когда кардинал Радзивилл отдал земли у границ Риги Радману Уленброку. Позже это владение подтвердил и польский король Сигизмунд Август. Такие тут коты обитают. И совсем им тут не голодно. Китя, покажи свою личность красивую. Вау, какой ты красивый. Покормлен, сыт и доволен. И жирный. А теперь о названиях, которые на слуху у всех жителей современной Риги. Соседские имения принадлежали Дрейлингам и Захарию Стопию. Отсюда и название местности Дрейлини и Стопини. Как оказалось, Захарий Стопий был довольно-таки продвинутой личностью для своего времени. Запреты. Ссылочка на в описании. лошадях кататься нельзя. Велосипеды на самолетах. На дронах летать можно. Как всегда, звонок. Есть еще один интересный исторический факт, связанный с этими местами. В имении Дрейлини российский фельдмаршал Борис Шереметьев в 1709-1710 годах устроил свой военный лагерь во время 8-месячной осады Риги. И здесь же в июле 1710 года была подписана капитуляция Риги. Усадьба Улбрака. Однако, ну что сказать, плачевность присутствует, конечно же. Как видно, что сегодня 220-летнее здание усадьбы представляет собой заброшенные руины с выбитыми стеклами и стенами, размалеванными граффити. А ведь до недавнего времени в здании усадьбы находился стратегический объект – радиостанция, построенная немецкими военнопленными в 1948 году. Если подойти поближе, то видно, какое количество трансформаторных подстанций здесь было. После Второй мировой войны подыскивалось место, где же строить новую радиостанцию, так как передатчиков, которые бы обеспечивали радиотрансляции, не хватало. И было решено построить ее в Улбраке, в национализированном здании усадьбы, которое было перестроено соответственно нуждам радиостанции. В ночь на 22 августа 1991 года, во время путча, радиостанцию взял под свой контроль Рижский ОМОН. Была достигнута договоренность о прекращении радиопередач. Путч не состоялся, радиостанция еще проработала какое-то время, и в 2010 году две 60-метровые коротковолновые антенные башни и одна 125-метровая башня для средних волн были демонтированы с помощью взрывов. И сегодня, как видим, имеем то, что имеем. Отойдем от современной истории усадьбы в более далекие времена и посмотрим на все с высоты птичьего полета. Итак, усадьба Улбрака была основана во второй половине XVI века. В 1562 году Николай Радзивилл пожаловал несколько участков земли Генриху Уленброку. И через 6 лет новый землевладелец решил основать на своей земле поместье. Прошли века. Нынешнюю Улбракскую усадьбу примерно в 1800 году воздвиг Кристофер Хаберланд, балтийский немецкий архитектор, чье имя значится в культурном каноне Латвии, уроженец Риги. В
1901 году имение перешло в собственность барона фон Менгдена, и его семейство управляло имением до аграрной реформы 1920 года. Семья Менгден имеет долгую и значимую историю в Латвии. Ей принадлежали поместья и замки в Балаже, в Царникове и в Риге. После обретения Латвии независимости усадебный парк стал местом развлечения местных жителей. Устраивались балы и другие всевозможные культурные мероприятия. А в самом здании усадьбы был устроен детский санаторий. Во время Второй мировой войны немцами здесь была организована школа разведчиков. Ну а после освобождения Латвии от немецкой оккупации была расположена часть войск НКВД СССР. Ну а дальнейшую историю усадьбы вы уже знаете. В 2014 году усадьба была продана единственному претенденту за символически для объекта такого размера 105 672 евро. Покупатель Sia Boots. Директор последнего пообещал разработать стратегию и после этого решить, что именно тут будет. Судя по нынешнему состоянию господского дома, ВОЗ и ныне там. Когда-то здесь, на берегу речки Пиккерга, резвились баронские детишки, а степенные крестьяне собирали сено в клеть и вели лошадок в стойло. Вот так на наших глазах и рушится еще один свидетель истории – усадьба Улбрака. Ну вот как-то так. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.